Привет всем! Сегодня с нами на АРУ ТВ Андрей Зерин, минчанин, исследователь местных сообществ и особенно белорусской диаспоры. Здравствуйте, Андрей, рады вас видеть. Добрый день, Артем. У вас вышла презентация, вышло исследование о состоянии белорусской диаспоры на данный момент. Мы видим, что, в общем, белорусская диаспора в Эстонии, она приросла как никогда сильно за все вообще время ее существования, вот именно за последний год. И если говорить о болях, вот по болям, какие сейчас главные боли, главные сложности у белорусской диаспоры в Эстонии? Я сначала обозначу основные моменты этого исследования, если позволите, да. Мгм. Меня, конечно же, прежде всего интересовала новая диаспора. А вот те люди, которые приезжали в Эстонию, начиная с 16-17 года. Здесь совершенно очевидно, что это так называемый креативный класс. Мгм. Это все те же айтишники, это люди, представляющие рекламный бизнес, искусство. Вот этот вот креативный класс, он сегодня, собственно говоря, и определяет настроение белорусской диаспоры в Эстонии. Эти люди наиболее активны. Именно креативный класс определил события в 2020 году, я сейчас говорю про ситуацию в Эстонии, когда впервые, пожалуй, за последнее время белорусы в Эстонии проголосовали за демократического кандидата. Есть конкретные цифры и данные. До этого, как правило, побеждала более консервативная часть белорусов, которая сложилась достаточно давно, еще в советские времена. Она в Мгм. большей степени была просоветской, в большей степени была, если хотите, пророссийской. Но ситуация поменялась и серьезно поменялась. И вот этот вот момент я, наверное, сразу обозначу. Теперь по болям. Что у белорусов болит? На самом деле назову тему моего исследования, она называется «Новая белорусская диаспора в Эстонии. Возможности взаимодействия с эстонским обществом». А, Я могу сказать, что в целом достаточно высокая лояльность к эстонскому обществу, к эстонскому государству, и многие белорусы связывают свою жизнь именно с Эстонией. Они не считают Эстонию некой перевалочной базой, М. и в тех интервью, в глубинных интервью, которые я делал с экспертами, многие эксперты отмечают, что они не могли реализовать себя в Беларуси, но приехав сюда, в Эстонии, постепенно, шаг за шагом, шли или идут к своей цели. Соответственно, многие белорусы заинтересованы в интеграции в интеграции в эстонское общество. И, скажем, вот с этой точки зрения я обозначаю высокую лояльность белорусов. Мгм. Ну, а Конечно эта же, эта лояльность, она двунаправленная. Но нет ли сейчас такого, что вот, понятно, что до 22 года была одна ситуация, сейчас ситуация другая. Я имею в виду, что надо ли белорусам, приехав, покаяться и сказать, что мы точно не поддерживаем войну, мы не поддерживаем режим Лукашенко, и тогда у них будет больше возможностей для интеграции в эстонское общество. Это острый момент или, так не Острый происходит? момент, наверное, момент заключается в том, что, конечно же, белорусы потеряли свою некую невероятность, да, то есть, если в 2020 году, когда было революционное событие в Белоруссии, и весь Сталин был в бело-красных флагах, и отношение к белорусам было другое, сейчас, безусловно, фокус украинский, и, кстати Мгм. говоря, белорусы, тех, с которыми я разговаривал, они полностью поддерживают Украину и понимают, почему внимание сейчас
в большей степени к украинцам, интеграционные, но тем не менее они также отмечают, что интерес к белорусам в этом смысле значительно снизился, да, и говорят о том, что мы как сила, мы можем помогать, мы можем быть той самой силой, которая будет противостоять, ну, скажем, идеологии того же русского мира. То есть на самом деле представители диаспоры подчеркивают этот важный момент о взаимодействии. Вот, и скажем, хотят, чтобы не забывали их возможности, их большой потенциал. Вот так бы я ответил на этот вопрос. А вообще диаспора, ну вот многие ли белорусы, или какая часть, скорее правильно спросить, какая часть белорусов именно ощущает свою принадлежность к этой диаспоре, идентифицирует себя как составляющую, как часть этой диаспоры, или люди просто, ну, живут в Эстонии, как бы, и не ощущают такого, что вот они вот часть белорусского какого-то комьюнити? По официальным данным, это цифры, взятые из открытых источников, белорусов в Эстонии примерно 12 тысяч. Это плюс-минус 1% населения. То есть на сегодняшний день белорусская диаспора находится на 3-м месте после русской и украинской в Эстонии. В принципе, это достаточно серьезная, по эстонским меркам, достаточно серьезная позиция, которую стоит считать и стоит, конечно же, учитывать. Сколько человек активными, нам сложно сказать, потому что в рамках этого исследования мы не смогли определить, у нас несколько были другие задачи, это было довольно камерное исследование, и сразу могу сказать, что мы будем продолжать свой исследовательский блок, и в следующий раз мы будем уточнять отношение эстонцев к белорусам. Уже будем другое. Но я думаю, что вот это субъективная точка зрения, прошу это отметить. Я думаю, что в этих вот активных белорусов, которые постоянно участвуют в мероприятиях, что-то придумывают, что-то делают, наверное, человек 500. Из 12 тысяч, понятно. Такое креативное меньшинство. Креативное меньшинство в каком-то смысле. Понимаете, на самом деле эта цифра, она нормальная. То есть если брать всегда общую цифру, общую массу, то пассионариев в ней по любому социологической выборке где-то приблизительно 5-7%. И эта цифра совпадает. Сейчас мы говорим о наиболее активных людях, которые принимают непосредственное участие в мероприятиях. Надо сказать, что есть такая проблема, как региональная разрозненность. И об этом тоже люди говорят, что большая часть событий происходит в Таллине. Да. И сейчас задача стоит объединить регионы, сделать какие-то мероприятия, которые объединяли бы белорусов в разных городах, и главное — объединить повестку. Объединить повестку, да, да. Вообще, какие задачи, скажем, диаспора в первую очередь решает для тех белорусов, которые по тем или иным причинам выехали из Беларуси и сегодня находятся в Эстонии? Вот что диаспора в первую очередь, чем она помогает? Знаете что, я начну немножко с другого. Я начну скажем так, участникам опроса, а мы онлайн-опрос проводили в чате белорусов в Эстонии, и мы им предложили выбрать наиболее актуальные сферы для деятельности диаспоры. То есть сказали, что вот какие направления, и дали выбор, да. Так вот, на первом месте это правозащитная деятельность, второе место – это благотворительная деятельность, и третье с небольшим отрывом – культура.
И, конечно, вот эти результаты, они подтверждают высокую заинтересованность в организациях, активистах, которые могли бы заниматься адвокатированием интересов белорусов в Эстонии. Мгм. И еще из таких интересных, может быть, цифр, которые будут слушателям заинтересуют. Мы также делали отношения, как с точки зрения белорусов, обычные эстонцы относятся к белорусам, да? Мгм. 30% ответили сложно определить, а 50% ответили нейтрально. Около 10% указали с уважением. Вот Мгм. это тоже такое интересные данные Окей. из А исследования. если говорить о том, в каком состоянии сейчас вообще находится связь диаспоры с Родиной, потому что мы знаем, буквально эта новость последних вот нескольких дней, последней недели, она была о том, что там, по-моему, 80 с чем-то белорусов, которые вернулись из-за границы, были задержаны или арестованы. И многие из них просто не понимают причин. Где-то там какие-то репосты, какие-то публикации, бог знает, сколькилетней давности. Вот в каком состоянии сейчас, как диаспора поддерживает, какие возможности и ограничения есть у диаспоры по нормальному коннекту с родиной? Безусловно, я хочу сразу обратить ваше внимание, что здесь мы несколько уже касаемся вопросов безопасности людей, да, и поэтому я не могу называть конкретные точные цифры конкретных точных людей, ссылаться на них. Конечно. Однако, безусловно, часть людей, которая принадлежит диаспоре белорусской, не может в любом случае вернуться домой. И понятно, что на ту фейковую информацию, на ту дезинформацию, которая в последнее время вбрасывается в поле о возвращении, они никак не реагируют и понимают, что это дезинформация. Вот. Но постоянные контакты, не буду определять сейчас каналы, постоянные контакты с теми белорусами, которые остались внутри, идут. Понимается запрос, понимается ситуация, которая там есть. И, конечно же, многие белорусы, те, которые вынуждены были релоцироваться в ходе репрессий против гражданского общества, против журналистов, конечно же, они мечтают как можно быстрее вернуться домой. Я могу сказать это совершенно точно, потому что я общаюсь со многими людьми, я знаю этот запрос. И, конечно, многие из них делают немало для того, чтобы приблизить этот час. Но Извините, что сегодня, говорю в данном случае расплывчато, но еще раз подчеркиваю, безопасность это очень важный момент, да, скажем, я понимаю. На эту тему два вопроса еще, я так задам уточняющих. Обычные белорусы, которые живут в Эстонии, не занимаются политикой, общественной деятельностью. Просто вот такие вот работающие, может быть, в сферах вообще не связанных с медиа, там, с политикой, они боятся сегодня возвращаться, даже на какое-то просто в гости съездить в Беларусь? Конечно, сейчас я буду говорить свое собственное мнение, которое основывается прежде всего на мониторинге информационного поля Беларуси, на Мгм. том, о чем мы обсуждаем с моими земляками, с моими коллегами, с друзьями, с социологами. Дело все в том, что я вижу, что сейчас определяется тренд на иммиграцию из Беларуси. Во всяком случае, этот тренд давно определился в креативном классе, о котором я вам сказал, но сейчас он уже дошел до обычных людей. До обычных людей это связано и с, конечно же, экономической ситуацией, которая все более и более ухудшается. Это связано и с психологической обстановкой,
когда вокруг тебя редеет поле твоих друзей, твоих родственников, их все меньше и меньше, а ты находишься в трудоспособном возрасте, думаешь о своих детях, то, конечно, это заставляет задуматься, стоит ли мне оставаться в Беларуси. Поэтому люди, во-первых, люди многие сейчас засобирались. Вектор очень широкий, очень широкий. Это не только страны Европы, едут в самые разные страны. Вот. А что касается, отвечая на ваш вопрос, конечно, опасаются. Конечно, опасаются, потому что причиной, по которому вы можете быть задержаны в сегодняшней Беларуси, может быть самое невероятное. Мгм. Риск, любой человек, который попадает в Беларусь, даже если он не был связан там с митингами, с шествиями, там, с участием в этих вот протестных мероприятиях, это наиболее распространенный, скажем так, повод задержания. Даже для простых людей сейчас риск возвращаться в Беларусь. И, конечно же, с моей точки зрения, большой цинизм, большая несправедливость, когда людей задерживали, тех людей, вот это вот довольно много примеров, приехавших на похороны своих близких. Мгм. Со времен античности устанавливали специальные законы, ограждавшие сакральные акты от преследования, да, и это всегда было так. Сегодня сын приезжает на похороны своего отца, его задерживают. Приезжает человек с тяжелым диагнозом для лечения, его задерживают и так далее. Это, безусловно, ничего хорошего нам не обещает от нынешнего режима. А что касается выезда из Беларуси, есть сегодня затруднения для белорусов по поводу выезда? Конечно же, они существуют. Я вот тут не буду распространяться, опять-таки, на эту тему. Она, опять-таки, довольно-таки такая сложная. Да, не хочу давать наводок определенным господам. Вот. Но, безусловно, выезд из Беларуси становится по разным причинам, по самым разным причинам все сложнее. Причем, если, например, конечно же, все сложнее, он становится, ну, например, для целой семьи, где муж, жена, дети. Скажу вам, что настоящей проблемой на сегодняшний день являются старики. Эта проблема действительно очень серьезная, потому что люди уезжают, и, к сожалению, они не могут вывести своих родных, Мгм. которые находятся в пожилом возрасте. Скажем, тех людей, которым уже за 70 лет. Это тоже очень серьезная Да, проблема. понимаю. Я скорее даже по политическим каким-то мотивам, когда есть на границе непосредственные препятствия на выезд, по каким-то критериям. Вот я об этом. Не могу вот сейчас вот точно сказать, давайте мы пока опустим этот Мгм. вопрос. Да, окей, окей. Ну что, благодарю, Андрей. В принципе, как в целом вы оцениваете результаты вашего исследования и какие планы дальше по исследованиям белорусской диаспоры? С большим энтузиазмом оцениваю результаты этого исследования. Мгм. Во-первых, мне помогала сама диаспора очень активно. Очень активно помогала, то есть люди заинтересованы в аналитических материалах. Это еще раз подчеркивает их уровень, их, опять-таки, то, что это креативный класс, они заинтересованы в подобном материале. Мне очень радостно, что подобное исследование заинтересовало также и государственные органы Эстонии. Мы были в фонде интеграции с презентацией этого материала. И также на этой презентации были представители Министерства культуры. Мгм. Это была встреча совершенно недавно, и мы надеемся, что будут еще результаты от нашей встречи.
Я также надеюсь на продолжение исследовательской деятельности и надеюсь, что мы будем налаживать серьезные контакты, в том числе и исследовательские, с другими диаспорами, настроенными на нашу волну, на демократическую волну. Скажем, наш диалог с эстонским государством, с эстонским обществом будет более активный и более эффективный, эффект будет для обеих сторон. Благодарю, Андрей. С нами сегодня был Андрей Зерин, минчанин, исследователь местных сообществ и исследователь белорусской диаспоры. Спасибо, Андрей. Ждем от вас новых результатов и будем ждать вас в эфире АРУ ТВ. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Счастливо.